Привет, дорогие друзья, с вами вновь Майкл, и это симуляция Hi-Tech. Вот я вернулся из России, полный впечатлений, видео. Мы сделали большой-большой обзор камеры, насколько она себя ведет в разных условиях. Допустим, если это холод, допустим, если это недостаточно освещения. И основной вопрос у нас был, конечно, это стабилизация. Как же сделать так, чтобы камера нормально снимала, когда недостаточно освещения, или вообще, чтобы не было этих лагов, которые допускают многие камеры, включая DJI Action 2, когда вы снимаете, и у вас начинает просто стаб разрушать картинку, то есть теряются детали, какая-то резкость, и начинает все немножечко стробить. Это все происходит из-за того, что стабилизация внутри камеры не позволяет вам делать хороший футаж, когда вы находитесь, допустим, в каких-то местах, где недостаточно освещения, либо вечерняя съемка. И мы нашли небольшое решение этой проблемы, когда вы поднимаете shutter speed до 120 кадров в секунду, что позволяет картинке записать максимально больше кадров и частоты этих кадров в 1 секунду. И получается, что у камеры есть возможность больше собрать информацию, что вы снимаете, и потом ее скомпонировать в стабилизационную свою систему, и она начинает вам выдавать хорошую картинку. Но не всегда это получается делать, поэтому тот вопрос, который мы поднимали заранее, вот допустим, вот в этом выпуске мы рассматривали такой стабилизатор, который называется Zhiyun Smooth Q. И этот стабилизатор, он достаточно большой для того, чтобы его использовать как какое-то мобильное решение, взять с собой в отпуск или куда-то поехать, чтобы эта вся композиция не занимала много места у вас в рюкзаке. То есть мы бьемся за то, чтобы компактность и качество того оборудование, которое вы берете с собой, оно соответствовало тому, сколько денег вы платите и что вы за это получаете. Но это не дает возможности решить основную задачу, то есть компактность и мобильность, то есть чтобы мы могли спокойно брать с собой этот девайс в любое место, при любых каких-то условиях, даже просто хотя бы какой-то поменьше гимбал бы существовал, который позволяет снимать и на мобильные телефоны, и на эту камеру. И вы не поверите, так сложились обстоятельства, что мне компания под названием Hohem отправила сообщение о том, что они хотели бы сделать обзор с нашего канала о их новом стабилизаторе, который называется iSteady, модель X2, которая бы могла хорошо подойти для наших целей. Я, в принципе, начал переписываться с этой компанией, объясняя, что да, мы достаточно новый канал, и для нас очень важно сделать очень искреннюю, правдивую историю по поводу вашего оборудования, поскольку мы строим очень честное сообщество, в котором люди могут действительно принять правильное решение, что им покупать. DJI Action 2 и GoPro сейчас действительно бодаются просто на одном уровне, и DJI Action 2 в мире экшн камер это достаточно такой молодой продукт, который выпускает каждый раз какие-то инновационные идеи, а GoPro старается придерживаться своей какой-то уже стандартной и отработанной истории. То есть их, соответственно, сам девайс, он с годами особо не меняется, добавляются какие-то оптимальные решения, допустим, добавление силиконового корпуса или, допустим, двухстороннего дисплея, где вы можете видеть себя, когда вы снимаете селфи, и сменные линзы. То есть здесь, конечно, предпочтение можно отдать GoPro. Лично я нашел полезное применение этой камеры, то есть я могу спокойно ее брать с собой на какие-то съемки, где мне нужен отдельный широкий угол, чтобы получить больше пространства в изображении или, допустим, в какой-то сцене, которую я снимаю. С Сонькой A7 она отлично сочетается, поэтому я не буду ее отправлять, не буду ее продавать, пусть будет так, как есть. Я точно знаю, что у GoPro все равно есть большие-большие отличия по качеству, даже с зеркалками. Поэтому GoPro я, к сожалению, не могу больше сочетать, поскольку в 10-й версии они не сделали никаких обновлений и ничего такого сверхъестественного не произошло. Итак, возвращаясь к компании Hohem. Значит, компания написала мне письмо с просьбой: вы сможете сделать обзор на наш стабилизатор? Я им, конечно же, не отказал, поскольку это такая достаточно хорошая возможность посмотреть, что за продукция у них есть, поскольку я ей никогда не пользовался. Но когда они мне прислали фотографии, и я посмотрел потом на YouTube некоторые обзоры, я понял, что это действительно хорошее устройство, которое может подойти для DJI Action 2, поскольку у нее размер очень маленький у этого гимбала. И, в принципе, задачи, которые он должен выполнять, они в этом устройстве есть. Допустим, у стабилизатора iSteady есть отдельный просто пульт управления, который идет в комплекте. Это уже огромный плюс. Так давайте же с вами поприветствуем гостя нашего канала. Это Hohem iSteady X2.
Ну, поскольку этот выпуск также будет про стабилизаторы, поэтому давайте немножечко внимания уделим этому гимбалу. Давайте уберем DJI Action 2 коробочку чуть подальше. У этой прекрасной компании выглядит все достаточно достойно, достаточно компактная упаковка. Если мы вспомним, какая была упаковка у того же G-Unit, достаточно большая, громоздкая история. Здесь это все намного компактнее. По сути, даже коробочка с DJI Action 2, она немного буквально больше, но уже понятно, что здесь решение компактности уже есть. Поэтому давайте посмотрим, насколько многофункциональный этот девайс и насколько он будет нам полезен при использовании DJI Action 2. На самом деле обзоры, которые я успел посмотреть с этим девайсом о Steady, оставляют все-таки очень много вопросов, насколько хорош этот гимбал. Потому что функционал может быть разный у каждого гимбала, но я думаю, что этот стабилизатор имеет какие-то основные и, главное, правильные решения, которые позволяют вам пользоваться не только, допустим, DJI Action 2, но и вашим смартфоном, которому он, в принципе, и предназначен. Что же у нас тут внутри? Опа! Итак, значит, как всегда идут приветственные слова. Значит, что у нас здесь есть? Здесь, в принципе, быстрое ознакомление о том, что сначала, конечно же, надо скачать приложение и сделать активацию. Вот, в принципе, здесь все эти подробности есть. Уже как бы хорошо. Дальше поехали. Значит, вместе с какими-то инструкциями у нас, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Значит, в этой коробочке. Значит, у нас идет сама инструкция, конечно же. Здесь, ну, я обычно инструкции не читаю, поэтому отложим их сразу в дальний ящик. Я в основном сразу иду на обзоры, либо просто сам разбираюсь с тем, что мне прислали, или то, что я купил. Значит, здесь идет чехол, конечно, очень хорошая история, то есть вы можете в рюкзак кинуть, чтобы это все дело не царапалось. Здесь это все у нас понятно, откладываем в сторону. Ну и дальше, конечно же, давайте посмотрим на сам стабилизатор, насколько он круто упакован. Я считаю, что все, что необходимо для мини-идеи по гимбалу, здесь есть. Давайте посмотрим, насколько это все эффективно работает. Итак, сам стабилизатор. Ну что можно сказать, выглядит он очень компактно, помещается в руку полностью, то есть и здесь также идет пульт, который позволяет вам управлять самим гимбалом. Здесь переключение различных режимов между фото и видео, но это, скорее всего, конечно же, для смартфонов сделано, но это мне не принципиально. Самое главное, насколько сам вот даже размер, сейчас я вам покажу, даже размер вот этого крепежа подходит, если я, допустим, поставлю только одну камеру без дополнительных адаптеров, типа как монитор или дополнительная батарея. Хочется все-таки на самом деле сделать очень правдивый обзор, потому что мы ищем правильное и идеальное решение, как можно использовать вместе с вашим телефоном и DJI Action 2, которую, допустим, вы можете брать куда угодно. На самом деле эта камера великолепная, я считаю, что и качество у нее хорошее, и режимы, в которых она снимает, тоже прекрасные, таймлапс удивительный. Мне все нравится. Вот. Здесь как бы нареканий нету. Стабилизатор в основном решает проблему съемок в недостаточном освещении, плюс различные таймлапсы, гиперлапсы, все, что вы предпочитаете. Это основная задача этого маленького устройства. То есть, если она даже с этим будет справляться хорошо, то все, это уже огромное-огромное решение. Так, здесь понятно. Дальше поехали. Значит, у нас в коробке также есть такой вот замечательный пульт управления. Значит, здесь, я так понимаю, собраны основные кнопки, чтобы мы могли использовать гимбал на дистанции. То есть здесь я, как вижу, здесь есть приближение, выбор меню, то есть дополнительная кнопка выхода в какие-то настройки. Также это затвор, то есть кнопка затвора, где вы можете, допустим, начать видеосъемку, либо просто сфотографировать то, что вам нужно. И еще одна какая-то кнопка, но скорее всего это тоже какие-то режимы, которые мы с вами обязательно рассмотрим. Дальше у нас идет такой небольшой мини-трайподик, такой, ножки к этому стабилизатору, который позволит вам очень быстро поставить гимбал на землю, на стол или где вам это будет нужно. В комплекте идет провод USB-C, не обычный какой-нибудь там мини-USB, то есть, соответственно, зарядка будет идти намного быстрее. И я так понимаю, что этот гимбал также позволяет вам заряжать iPhone или, допустим, тот же DJI Action 2.
допустим, пока вы этим устройством не пользуетесь. Но я еще хочу попробовать, сможет ли этот стабилизатор заряжать DJI Action 2 и одно время еще и снимать. Итак, с коробкой все понятно. Ребята, ставим вам плюс за хороший дизайн, но давайте с вами уже разбираться по самому гимбалу. Здесь есть регулятор, который по рисунку можно определить, как его разблокировать. То есть я так понимаю, что если я подкручу в левую сторону, и он будет разблокирован. Да, в принципе, все так и получилось. Собирается он быстренько, оперативно, в 3 этапа. И вот видите, за счет того, что у него крепеж достаточно узкий, может быть, получится даже DJI Action 2 закрепить без монитора. Давайте посмотрим. Я даже сейчас это просто хочу проверить. Итак, все, ребята, уже огромнейший, ребята, вам плюс. Смотрите, вы просто можете поставить DJI Action 2 на этот стабилизатор, и он будет его достаточно уверенно держать. Посмотрите. Круто, да? Единственное, конечно, я не буду видеть то, что я снимаю, но в принципе и так понятно, да, это широкоугольная линза. Здесь, если вы поставите ее напротив своего лица, соответственно, ваше лицо обязательно туда попадет. Вот. Ну и также, наверное, вы можете поставить на эту камеру вместе с монитором, поскольку я так понимаю, что ход, вот, посмотрите, какой ход, то есть здесь влезет все, что угодно. Допустим, ставим его с монитором. С монитором тоже прекрасно подходит, и, соответственно, вы можете видеть то, что вы снимаете. Все, ставлю в плюс. Это уже отличное решение. И давайте еще посмотрим мой телефон. Единственное, я думаю, что этот гимбал может его не выдержать, потому что предыдущий стабилизатор, который мы рассматривали от компании Zhiyun, он не выдержал его. Он просто не включался, не мог стабилизировать, поэтому мне приходилось использовать для каких-то настроек обычный iPhone 10. То есть здесь, конечно, той компании мы ставим минус. Но я думаю, что и здесь будут какие-то вопросы. Но самое главное, что он прекрасно влезает. Вот видите, все держится прекрасно. Посмотрим, насколько хватит силы гироскопа и силы вообще всей системы выдержать мой телефон. Я это все делаю без инструкции. Я пытаюсь сам разобраться, чтобы у вас было как бы понимание того, насколько это все достаточно легко запустить без каких-либо дополнительных YouTube роликов или каких-то инструкций. Значит, мы нажимаем кнопку Power. Давайте его просто попробуем хотя бы запустить. Возможно, нам надо его сначала активировать. Давайте сейчас пройдем по активации. Скорее всего, он не будет работать до тех пор, пока мы его не активируем. Прежде всего, давайте с вами выйдем и найдем приложение под названием... Как оно называется? Интересно. Ну, конечно, компания Hohem. То есть давайте с вами найдем приложение с одноименным названием компании. Вот вылетает Hohem Pro. Заходим в него, устанавливаем. И сейчас проверим всю составляющую, через какие этапы нам нужно будет пройти для того, чтобы зарегистрировать наш гимбал, чтобы он мог работать. Итак, приложение скачалось, открываем его. Опять соглашаемся со всеми условиями, которые нам предлагают. Активизируем разрешение на получение доступа к телефону. Появляется реклама. Ага, здесь нужно сделать unlock. Сразу вылетает сообщение о том, что нам нужно активировать гимбал. Давайте заходить в активацию. Да, значит, после того, как вы подключили... О, заработал, красавчик. Супер. Смотрите, сразу подчеркну, что гимбал не начинает трясти, даже когда на нем нету камеры. Поэтому мы можем, допустим, давайте начнем, наверное, с DJI Action 2. Поставим его на вот эту вот всю историю. Все? О! Круто! Работает. Давайте сейчас ровнее чуть поставлю, что он начинает уже беспокоиться. Так, все? Схавал? Схавал. Ну вот, смотрите, неплохо. Неплохо совсем, да? Начинает все работать. Ну-ка, давайте проверим джойстик. Джойстик тоже работает. Идеально, влево, вправо. Все оси начинают отвечать. Но давайте поставим еще и с монитором. Так, ставим его с монитором. Опа, он, видите, подтанцовывает. Вставляешь его с монитором и достаточно хорошо реагирует.
Итак, ну что можно сказать? Значит, решение для DJI Action 2 вполне достойное. Посмотрите, мы можем снимать и с монитором, и без монитора. Здесь очень круто все работает. Сейчас сделаем очень серьезный тест. Давайте попробуем закрепить только мой телефон. Посмотрим, что из этого получится. Сразу, наверное, откроем приложение. Итак, я сейчас закрепляю свой телефон. Он достаточно весомый. И посмотрим, что произойдет. Будет ли перегруз. Да ладно, серьезно? Ребята, это же просто феноменально. Этот стабилизатор работает даже с моим огромнейшим телефоном. Я считаю, что это победа. Вот этот гимбал выполняет просто прекрасно свою работу и позволяет вам, видите, позволяет вам все снимать на всех девайсах. Приложение вам также позволяет делать настройки по фокусу и также настройки по зуму. То есть все это используется на ресурсах вашего телефона, которым вы пользуетесь iSteady. Значит, в настройках здесь очень много тоже вариантов. То есть здесь вы можете настроить джойстик, допустим, на то, чтобы он крутился по оси. Видите? Я думаю, что у них есть еще какие-то тоже функции по настройке, как говорится, одной клавиши. То есть, наверное, здесь есть либо вот это, либо эта клавиша, которая быстро вас может переключать между режимами. Итак, друзья, мы переходим к тестированию iSteady X2 от компании Hohem. Для этого мне понадобится, соответственно, сам аппарат. Также мы проверим через USB-C charger, насколько этот стедик может заряжать мой телефон или, допустим, DJI Action 2, на котором мы сейчас снимаем. Ну, давайте начнем. Значит, прежде всего хочется сказать, что достаточно удобная упаковочка, такой вот чехол, в котором вы можете как бы хранить все, что вам необходимо для съемок. Давайте вот посмотрим. Так. Окей, все в принципе хорошо помещается. Вот у нас есть дистанционный пульт, у нас есть сам гимбал. Давайте его откроем. Так, все здесь элементарно делается. Подкручиваем, ставим ножки. Оп, и сейчас мы его уже будем устанавливать. Вот у нас вот такой вот аппаратик. Значит, сегодня мы еще протестируем пульт, который обещает нам очень много интересных функций. Так, давайте я вот так вот поставлю, чтобы было все хорошо видно достаточно. Итак, поехали дальше. Значит, у нас для начала давайте, наверное, установим телефон и посмотрим через приложение, что нам нужно для его включения. Так, значит, ставим телефон, все достаточно удобно, немножечко его отбалансируем, чтобы он у нас держал вес. То есть все, что вам нужно сделать, это потихонечку двигать телефон так, чтобы он не сильно прогибался. Ну, в принципе, даже вот так вот, я думаю, будет нормально. Все, отлично. Запускаем гимбал. Оп. Все, он у нас теперь стоит, крутится, вертится, все отлично. Так, дальше давайте посмотрим, как мы можем сделать пэринг на сам дистанционный пульт. Значит, все, что нам нужно сделать, это его включить и нажать кнопку Power 7 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. Гимбал вошел в pairing mode. Теперь нам нужно включить сам пульт. И автоматически произошла, видите, зеленая перестала кнопочка гореть, автоматически произошла, соответственно, синхронизация. Вот видите, он уже может спокойно контролироваться. Итак, давайте с вами запустим приложение Hohem, чтобы мы могли сейчас все наглядно сделать. Я вам расскажу про опции, которые эта камера и этот гимбал дает. В общем, смотрите, сейчас мы видим изображение, то, что будет снимать наш Steadicam. Я вам покажу некоторые моменты, которые вам будут интересны.
Видите, кнопки Zoom у нас работают тоже хорошо. Если мы нажмем один раз кнопку функции, то у нас пойдет запись. Видите, у нас пошла запись. Все, в принципе, достаточно понятно. Если еще раз нажмем, запись остановится. Если вы нажмете 2 раза, то ваш телефон перейдет в режим фотографирования. Таким же образом вы можете настроить свой гимбал так, чтобы мы могли фотографировать. Еще один режим, который мы сейчас с вами посмотрим, это режим вертикальной и горизонтальной съемки. Если вы один раз нажмете на кнопку справа, видите, телефон сразу же переходит в режим вертикального положения и горизонтального. То есть здесь, в принципе, все достаточно понятно. Вот, теперь поговорим о этой кнопке M. Если вы нажмете и будете держать эту клавишу, то телефон войдет в режим панорамирования вместе с гимбалом. То есть, видите, у нас сейчас полностью контролируется вверх-вниз сам гимбал. То есть вы можете в данном режиме выбирать угол, при котором вы хотите снимать. Если мы еще раз нажмем, он переключится у нас на зум. Еще одна функция, которую я считаю вам нужно знать: если вы нажмете на клавишу затвора 3 раза, то камера переместится из режима фронтального видения на режим селфи. Вы сможете, соответственно, проводить съемку в режиме селфи. Также нажимаем 3 раза и возвращаемся в обычный режим. То есть, в принципе, здесь в пульте вы можете еще найти различные команды, но того, что сейчас уже имеется на текущий момент, достаточно, чтобы вы могли перемещаться между различными режимами. Если вы нажмете 3 раза, то телефон будет делать быструю съемку, как говорится, quick shot, в котором будет опускаться под разным углом и делать такую вот интересную панораму. Это называется quick shots, мы об этом поговорим чуть-чуть попозже. То есть, в принципе, у пульта достаточно большой объем возможностей, которые вы можете использовать при дистанционной съемке. Также вы можете переключать между режимами из зума в фокус. И если вы будете нажимать кнопку вверх-вниз, то вы увидите, что ваше фокусное расстояние будет меняться, что в принципе тоже удобно для съемок, допустим, с каких-то дальних дистанций, и вы можете контролировать как и зум, так и фокус. Ну и давайте пройдемся по меню, что мы здесь можем отрегулировать. Значит, в меню здесь у нас достаточно много интересных моментов. Итак, давайте с вами посмотрим режимы, в которых гимбал может работать. Значит, первый из них это Pan Tilt Follow, то есть когда вы находитесь в нем, то ваш гимбал повторяет движение вашей руки. То есть гимбал будет поворачиваться в ту сторону, в которую вы поворачиваете ручку. Это один из режимов. Pan Follow, то есть он будет поворачиваться только влево и вправо, а оси, которые у нас вперед и назад, они не поворачиваются. И следующий режим All Lock, то есть гимбал, он не будет вообще поворачиваться никуда, то есть вы можете использовать этот режим, допустим, когда снимаете недвижимость или, допустим, находитесь в какой-то квартире, и вам нужно, чтобы камера не изменяла угол своей съемки. То есть этот режим называется All Lock. Следующий режим это POV. Если мы его включим, то наш гимбал будет просто следить за тем, куда идет ручка, и поворачиваться именно в ту сторону, в которую крутится ручка. Достаточно тоже удобный режим. Так, значит, Follow Speed. Значит, Follow Speed это скорость перемещения джойстика. То есть, допустим, если мы ставим General, то вы видите, с какой скоростью перемещается гимбал. То есть это, в принципе, стандартная скорость. Можно включить Slow, и видите, как медленно начинает панировать iSteady. Если включить Medium, то все будет такое достаточно резкое. И Fast — моментальное реагирование на любые повороты, которые вы будете совершать. Дальше давайте посмотрим Roll After Rotation. Если мы включим этот режим. Дальше это меню позволяет вам использовать сам джойстик либо по функции, допустим, поворота головы, либо по функции вращения головы. То есть, видите, у нас придается немножко другой функционал для джойстика, что в принципе тоже неплохо.
Вот, дальше. Очень важный момент. Здесь есть left, right, joystick reverse. Это на случай, если вы снимаете, допустим, селфи, и вам нужно, чтобы повороты влево-вправо были перевернуты, чтобы вам было удобнее. Допустим, я вам покажу. Вот если сейчас я нажимаю влево-вправо, ну давайте pan, давайте поставим. Вот, если я нажимаю влево-вправо, видите, он ведет себя, он ведет гимбал в противоположную сторону. А если мы развернем камеры, нам нужно, допустим, влево повернуть. Вот, видите, влево. То он поворачивает влево, также и вправо. То есть это удобнее, если вы снимаете в селфи режиме. Дальше поехали. Ну, нам эта функция не нужна, поэтому такая же система здесь со скоростью low, medium, high для джойстика. Это для вот этого джойстика. То есть он, в принципе, достаточно чувствительный, поэтому, я думаю, достаточно иметь медленную скорость, потому что если я включу high, вы можете посмотреть, как быстро он начинает перемещать камеру. А если low, то у нас медленная и очень комфортная картинка получается. Дальше давайте посмотрим. Tilt Joystick Reverse. Если вы включите эту функцию, то джойстик будет при нажатии вверх-вниз поворачиваться в противоположные стороны. И если мы его отключим, то джойстик будет поворачиваться именно в те стороны, в которые вы нажимаете джойстик. Ну и также здесь можно поставить скорость джойстика. Тоже давайте помедленнее поставим. То есть теперь у нас и влево, и вправо, и вверх, и вниз джойстик работает медленно. Я советую использовать медленную скорость, чтобы у вас не было каких-то резких движений. Auto Calibration, то есть если вы нажмете эту кнопку, то гимбал начнет калибровать ваш телефон, чтобы он использовался на максимально отстроенных функциях. Сейчас он пока отстраивается, видите, у нас идет некоторые движения самого гимбала. Все, гимбал отстроился. Теперь он будет управляться максимально комфортно и мягко. Ну и последняя функция — это возвращение настроек. Мы этого делать не будем, поскольку мы уже настроили гимбал так, как нам нужно. Здесь также есть face tracking, то есть вы можете выбрать, допустим, либо объект, по которому будет следовать гимбал, либо просто определение лиц. Если в кадре появляется лицо, то сам гимбал будет управлять лицом. Давайте протестируем эту вещь. Оп, привет, ну-ка. Видите? Он за мной следит. И в принципе очень круто получается. Здорово. Видите, он даже за мной пытается угнаться. Ну неплохо, неплохо. Хорошая вещь. Возвращаем телефон в нашу позицию. Если мы выбираем какие-то объекты, то он, соответственно, будет за ними следить. Тоже очень классная функция. Тут можно различные фильтры ставить в режиме фото, сразу же, чтобы картинка была уже с цветокоррекцией. Тоже хорошая опция. Так, хорошо, давайте Moments. Moments очень интересная штука. То есть здесь вы можете выбрать пресеты, по которому вы хотите сделать съемку. Значит, здесь Inception, то есть камера будет вращаться в таком движении. Следующий момент — это панорамное видео. То есть я так понимаю, что стедик начнет просто вращаться вокруг своей оси. Давайте посмотрим, как это работает. Вот, то есть в принципе здесь все понятно. Он просто делает вращение на 360 градусов и делает какую-то финальную историю. Вот видите, он пошел по кругу, и сейчас, пока он не проведет 360 градусов, он не остановится. Также у нас включена автоэкспозиция. Ну хорошо. Ага, и вот он теперь показывает результат. Круто. Так, с этой функцией мы разобрались. Дальше поехали. Smart Motion Time-Lapse. Так, ну это таймлапс, который позволяет вам, я так понимаю, что использовать градус, точки. То есть здесь градус, на сколько градусов будет поворот гимбала, и сколько времени займет съемка, а также сколько времени вы хотите получить на выходе видео. По умолчанию здесь стоит 15 секунд.
Понятно. Дальше. Дальше давайте Fantastic Video. Окей, дальше Fantastic Rotation. Ага, написано, что этот режим работает под музыку, то есть если вы выберете музыку, которая будет играть, гимбал будет под эту музыку создавать движение, чтобы это было в такт. Дальше, Dolly Zoom. Ух ты, интересно, давайте протестируем. Итак, Zoom 1, Zoom B. Ну, можно, допустим, ну где-нибудь вот здесь. Давайте, допустим, выберем вот эту подушку. Вот, даже можно, наверное, поменьше сделать. Вот где-то вот такой финальный кадр. И на 10 секунд давайте посмотрим, как он будет делать этот зум. Так, ну то есть это просто зум, но для того, чтобы, я так понимаю, получилось хороший результат, нам нужно, чтобы в кадре сидел человек. Ладно. Здесь понятно, то есть эффект будет приблизительно вот такой. Inception Mode мы уже смотрели. Ну и в принципе все. То есть здесь все функции достаточно понятны. Единственное, что я хочу еще раз по таймлапсу разобраться, поскольку я хочу понять, как он определяет точки. Итак, делаем шаттер. То есть здесь настройки идет шаттера. Дальше лимит, допустим, по времени. Ну, он сразу показывает, сколько по результату у вас будет делаться таймлапс. Ну, давайте сделаем маленький таймлапс. Давайте на 1 минуту и сделаем кадры. Значит, первый кадр, допустим, сюда. И мы уходим, допустим, вот сюда. Так, старт, поехали. Смотрим. И сразу мы видим результат, то есть как у нас получилось. Здесь можно выбрать переснять видео, либо его сохранить. Значит, вот такой вот функционал имеет Gimbal iSteady X2. В принципе, я считаю, что здесь есть все, что нужно для быстрой съемки. Также здесь маленький джойстик, который находится по левую сторону от ручки. Здесь вы можете выбрать, на что будет идти работа, либо на фокус, либо на зум. То есть, если выбираете зум, то камера будет зумировать изображение, увеличение идет настолько, насколько нам надо. Если это фокус, то будет регулироваться фокус. Результат этой опции лучше видеть, если вы снимаете кого-то в кадре. Тогда будет видно, как идет расфокус. Ну, теперь давайте поменяем местами наши девайсы и попробуем все то же самое проделать с DJI Action 2. Ну, еще один, конечно, момент, который хочется протестировать, это зарядка. Давайте посмотрим, будет ли наш гимбал заряжать телефон и при этом быть включенным. Или, допустим, выключенным. Вообще факт зарядки будет ли присутствовать. Сейчас я специально закрою приложение и мы посмотрим. Значит, вот она моя зарядка. Вставляем. И телефон заряжается. И не заряжается. Так, зарядка выключилась. Почему-то. Так, я думаю, что он сел. Наверное, я пойду-ка его заряжу. Как раз мы дождались того момента, чтобы разрядить полностью гимбал. И теперь мы можем зарядить его на всю катушку и продолжить наше испытание. Итак, друзья, прошло буквально 1:40 или где-то около 2 часов, как наш гимбал уже полностью зарядился. Поэтому давайте его восстановим в обратную стойку и закончим уже наш опыт с зарядкой. Сейчас я поставлю телефон, как он у нас до этого стоял, и посмотрим, сможет ли гимбал его заряжать и при этом работать. Так, включаем гимбал. Так, наш гимбал работает, все отлично. Так, и делаем тест. То есть, кстати, я еще одну штуку заметил. Я взял с собой USB-C кабель, чтобы был у нас конечный USB-C на USB-C, чтобы мы могли подсоединиться. Но оказывается, что
сам кабель, который идет внутри упаковки, он уже идет с таким вот адаптером, то есть нам по сути не нужен другой какой-то внешний кабель, поэтому мы будем использовать тот, который идет в комплекте с iSteady X2. Итак, давайте подсоединимся. Давайте его, наверное, сначала отключим, проверим, будет ли он работать в выключенном состоянии, и подзаряжайте наш телефон просто как элемент питания. Да, заряжает. То есть вот, видите, появился значок, соответственно, гимбал может использоваться как powerbank, что уже очень круто. Ну и давайте его попробуем включить и посмотреть, будет ли зарядка идти во время съемки. Да, идет зарядка, поэтому здесь мы ставим галочку, телефон заряжается в то время, как гимбал работает. Это очень круто. Ну и, соответственно, давайте теперь проведем те же самые тесты, более в упрощенном виде, но уже с нашей DJI Action 2. При подключении, раз, все, загорелось. Загорелась наша зарядочка, все работает. Ну и также давайте попробуем включить. Заряжается. Все, то есть зарядка работает прекрасно. Значит, опять же берем DJI Action 2 и ставим ее на гимбал. Все достаточно удобно устанавливается. Вы уже можете видеть меня в кадре. Так, вроде хорошо стоит, вроде все отлично. И запускаемся. Все, наш гимбал работает. В принципе, функционал тот же самый. Здесь мы можем вращать влево-вправо, вниз-вверх. То есть весь спектр движений камеры выполняет джойстик. Также вы можете, соответственно, взять сам гимбал и управлять гимбалом во время похода. Все переключается отлично, то есть вертикальное положение, горизонтальное положение. Давайте нажмем 2 раза. У нас стабилизировался центр. Все управление, в принципе, то же самое. Так, ну и теперь пройдемся по функционалу. Сейчас посмотрим. Значит, вверх-вниз с пульта у нас тоже работает. Повороты камеры тоже отлично работают. Итак, друзья, мы сейчас снимаем на гимбал. Давайте посмотрим, насколько плавное движение. Rocksteady отключен у DJI. И давайте посмотрим результат, насколько картинка плавная, насколько это будет удобно нам использовать гимбал во время наших очередных блогов. И насколько у нас горизонт работает правильно. Вот. В камере и в самом гимбале есть система стабилизации горизонта. Вот, в гимбале она тоже хорошо работает. Вот, то есть давайте просто проверим, насколько будет гимбал снимать с разными режимами и будет нам давать плавную картинку. Вот, сейчас вроде пока нареканий нет, все происходит отлично. Вот, и мы сейчас попробуем еще побегать, посмотреть, насколько камера будет хорошо отрабатывать бег. Я вот единственное, что не нашел функцию, чтобы можно было быстро развернуть камеру и снимать вперед. Вот этот момент мне не очень понятен. То есть мне получается, чтобы развернуть камеру, надо просто вот так вот разворачивать сам гимбал и идти снимать вперед. Ну ладно, будем еще смотреть функционал. Давайте с вами сейчас побегаем, посмотрим, насколько все это работает круто. Итак, я начинаю забег, камера и экшен. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Мы бегаем, бегаем, бегаем. Так, просто ходьба. Начинаем ходить, смотреть, как все работает, как все отрабатывается. Вверх-вниз. Вроде камера плавно, но я отсюда точно не могу сказать, потому что конкретно не вижу, что там по картинке получается. Вот, поэтому такие вот у нас результаты. Так, я думаю, еще очень важный момент, который нужно нам подчеркнуть, то, как он будет снимать таймлапсы, потому что в прошлый раз с Жуни мы пробовали делать вечерний таймлапс. В принципе, там нет нареканий, все работает хорошо, но посмотрим еще, как работает этот гимбал, поскольку он сейчас значительно выигрывает у Zhiyun по своей эргономике, компактности
и даже в каких-то моментах по функционалу. А давайте теперь проверим, как DJI снимает с внутренней Rocksteady функцией. Так, друзья, теперь у меня iSteady X2 в руках, и давайте побегаем вместе с DJI, посмотрим. Вот сейчас уже где-то наступает закат, то есть начинает теряться освещение, и поэтому сейчас посмотрим, как Rocksteady будет себя вести, насколько он будет искажать картинку. И сейчас у меня стоит автоматическая экспозиция, и мы сейчас посмотрим, что будет происходить во время бега. Итак, разворачиваемся и погнали. Так, пробежали, разворачиваемся, идем, смотрим. Друзья, пишите в комментарии, что вы думаете по поводу работы гимбала и по поводу работы стабилизатора, встроенного в DJI Action 2. Ну и последний тест мы, наверное, сделаем. Поставим телефон на стетик и посмотрим, как он работает. Друзья, теперь мы тестируем телефон. Ставим его в режим видео. Все. И давайте сейчас посмотрим, как будет гимбал себя вести, как будет снимать нашу следующую съемку. Ну что, запускаемся. Можно, кстати, видео нажать просто одной клавишей. Нажимаем по функционалу одну кнопку, и у нас пошла запись. Все. Теперь мы идем, снимаем. Посмотрите, насколько плавненько у нас картинка. Отключена стабилизация в телефоне, поэтому мы используем только стабилизацию самого iSteady X2. Пока вроде нет нареканий. Сейчас попробуем подвигать пульт. Да, вроде все хорошо работает. Пульт реагирует на все мои движения. Попробую, конечно, плавненько еще позапускать его. Опа. Можно, кстати, поиграть еще с зумом. Сейчас посмотрим. Зум работает отлично. Так, ну и давайте теперь переключимся на фокус. Сейчас как раз вот этот вот хороший момент, где мы можем фокусом поиграть. Да, видите, фокус ушел от переднего плана на задний и теперь перешел обратно на передний. Смотрите, какая картинка получается классная. Задник размыт. Все отлично. Ну и давайте попробуем провести вечерний таймлапс. Какие у нас будут результаты? Итак, вот наша текущая ситуация. Обычный перекресток. Так, заходим в съемку и начинаем выставляться. Значит, шаттер мы ставим, давайте где-то, ну давайте 2 секунды будет нормально. И проведем где-то 5-минутный таймлапс. Даже давайте шаттер поставим 3 секунды. Видите, он уже показывает нам 3. И поставим 10-минутный, чтобы хотя бы 6 секунд у нас было. Вот. Так. И погнали. Выставляемся по точкам. Так, значит, сначала, ну давайте, допустим, вот отсюда начнем. Первая точка. И пройдемся по перекрестку вот до сюда. И вот она, вторая наша точка. Единственное, в телефоне не нашел настройки скорости затвора, поэтому, наверное, это будет в следующем апдейте. Итак, ребят, мы сейчас на DJI Action 2 настроили скорость затвора с задержкой с 3 секунды. Соответственно, таймлапс мы выставим сейчас тоже на 3 секунды. И общее время съемок будет 10 минут. И вы сейчас увидите разницу, чем хороша DJI Action 2 на этом стабилизаторе, тем, что мы действительно попробуем снять красивый таймлапс с размазывающимися такими линиями от света. Ну, в общем, вы знаете, о чем я говорю. К сожалению, с такой задержкой затвора не удалось снять плавненький таймлапс. Надо было стоять 30 минут, но
Система работает четко. Ну что, друзья, мы закончили тестировать Hohem iSteady X2. Я считаю, что это замечательный гимбал. Он действительно лучше, чем Gioness Smooth Q и по размеру, и по настройкам. Все работает замечательно. Поэтому проходите по ссылочке ниже на официальный сайт компании. Смотрите, где у вас в регионе продается этот гимбал замечательный. И делайте для себя компактное решение для ваших путешествий вместе с DJI Action 2, с Hohem iSteady X2. И делайте очень крутые видео. С вами был я, Майкл Авинсон. Подписывайтесь на наш канал Симуляция Хай-Тек. Увидимся в следующем выпуске. Пока!